Здравствуйте, мои друзья! Скоро в Израиле будет праздник Пурим. И это значит, пришло время печь печенье в форме треугольников. Называется это печенье хоменташен на идиш или ушамана на русском. Готовить мы его будем из нутеллы, и нам понадобится всего 3 ингредиента. 180 грамм шоколадной пасты нутелла, я его отвешиваю прямо в мисочку, и 1 яйцо. И просто венчиком нам нужно как следует все размешать до однородности. Вообще рецепт очень простой и очень вкусный. Также нам понадобится 180 грамм муки. Сначала половину муки я просеиваю в смесь шоколада и яиц, а потом вторую половину просеиваю. И замешиваем ложкой достаточно такое густое, похожее на глину, плотное тесто. Рабочую поверхность нам нужно подпылить как следует мукой, чтобы нам легко было раскатывать это тесто. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Вы видите, оно практически не липнет к рукам. Верх я тоже подпыляю мукой, чтобы тесто не прилипало к скалке. И нам нужно раскатать пласт толщиной примерно 3 мм. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Раскатывается тесто очень легко, оно мягкое. Вы видите, какой толщины пласт. Вырезать кружочки мы будем выемкой диаметром 7 см, можно стаканом. Из этого количества теста у меня получилось 20 кружков. Это 20 печеньев хоменташен, 20 треугольников. Обрезки мы не выкидываем, мы их тоже потом раскатаем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. На середину каждого кружка нам нужно положить пол чайной ложки нутеллы. Сверху защипляем и с боков. И у нас получается вот такой ровный, аккуратный треугольник. Выкладываем его на противень, выстеленный пекарской бумагой. Посмотрите еще раз. На центр кладем пол чайной ложки нутеллы, защипляем сверху, защипляем с боков. И вот такая красота у нас получается. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пекутся печенье очень быстро, 15 минут это максимум. В моей духовке они пеклись 12 минут. Даем полностью им остыть. Можно их украсить сахарной пудрой. Я решила растопленным шоколадом их вот так полить. Растопила шоколад в кулинарном пакете в стакане с кипятком. Срезала кончик и вот так поливаю зигзагами. Можно также сверху посыпать жареным рубленым фундуком. Ну что, будем пробовать. Посмотрите, какие аккуратные треугольнички у нас получились. Какие они красивые. Друзья мои, это очень вкусно, они хрустящие, нежная шоколадная начинка, но я люблю больше это печенье на второй день, оно становится более мягким, и вкус его становится насыщенным, шоколадно-ореховым. Приготовьте.